Приветствую вас на канале Sun Culture Center. Это рубрика авторских обзоров корейских фильмов. Подписывайтесь и будьте в курсе о самых любопытных новинках корейского кино. Сегодня мы рассмотрим свежий корейский сериал от Netflix, стремительно набирающий популярность по всему миру. Режиссера и сценариста «Поезда в Пусан» Сан Йон Хо. Сериал с вызывающим названием «Зов ада» начинается с того, как в центре Сеула на простого мужчину набрасываются инфернальные монстры и исчезают, после чего от бедолаги остаются лишь тлеющие кости. Оказывается, что уже много лет существует и набирает популярность организация религиозного толка «Новая правда». Мы лишь даем людям понять желание Господа, чтобы мы вели праведную жизнь. Это наша единственная задача. «Новая правда» рассказывает, что на протяжении всей истории человечества грешников посещает ангел, дабы возвестить о дате и часе изгнания их в ад. В указанное время за человеком приходят демоны и осуществляют то, о чем сказал ангел. Теперь, когда акт изгнания произошел на глазах сотен людей, лидер новой правды Чон Джин Су получает значительную популярность, и вскоре он рассчитывает провести прямую видеотрансляцию изгнания, чтобы каждый человек на планете убедился в неизбежности расплаты за свои грехи. Под страхом наказания все люди станут праведными, а наш мир уже не будет прежним. В то же время набирает сил более радикальная репрессивная организация «Стрела». По сути, это хулиганы с бейсбольными битами. Они уверены, что наказание заслуживают все, кто препятствует деяниям высших сил. В фильме подняты интересные и сложные темы – свободы воли, влияние религии на общество и, конечно же, тема потустороннего мира и способности людей его понять. Но основная идея достаточно легко читается. Авторы задают простой вопрос: что если бы человечество получило бесспорное свидетельство существования сверхъестественных сил и непосредственно ада? Как бы мы повели себя в таких обстоятельствах? В то же время, описывая новые реалии, создатели фильма лишь попытались отразить нашу современную реальность, раскрывая ее суть. Мистический контекст – это условность, с помощью которой режиссер в первую очередь пытается обличить изъяны религии в целом и донести, что, во-первых, влияние большинства религий основывается на страхе наказания. Вести праведную жизнь, боясь адских мук. Разве это достойная жизнь? А что, кроме страха, может заставить людей покаяться? Может, вы мне подкинете идею? Во-вторых, в фильме ясно показано, что нет абсолютно никакой закономерности, за кем именно придут демоны. Подобно природным катаклизмам, никто не застрахован пострадать от землетрясения или молнии. Поэтому автор предостерегает трактовать эти события в религиозном контексте, как кару небесную. По словам новой правды, проклинают только грешников. Но мы знаем, что это ложь. Это необъяснимое сверхъестественное явление. Чон Джин Су придал ему смысл, назвав это Божьей волей. В этом и состоит главный конфликт фильма. Общество, поддавшись словам нового пророка, уверено, что жертвы демонов виновны, заставляя обреченных на смерть и их семьи еще больше страдать и терзаться самообвинениями. Смерть моей дочери – случайность или наказание? И я хочу оплакать ее. И не думать, почему эта участь выпала ей. И лишь небольшая правозащитная организация САДО, которой приходится действовать подпольно, пытается донести людям правду на фоне того, что все сверхъестественные события в сериале никак не объясняются, а человеческие взаимоотношения показаны поверхностно. Можно сказать, что единственная тема, которую нам хотели раскрыть, это критика с атеистических позиций религиозного сообщества, влияние которого в Южной Корее очень внушительно. При этом служители новой правды показаны достаточно карикатурно, в стиле инквизиции европейского средневековья и однозначно в негативном свете. Эй, ты нарушил закон Божий и препятствуешь его воле. Задумка фильма хороша, но реализовывается однобоко. Развитие сюжета нацелено напугать зрителя, но не показать реалистично поведение людей в новых условиях. Однако, из задачи хоррора сериал, по моему мнению, не справился. Этому способствовала слабая актерская игра,
крайне плохая музыка и частое проседание сюжета, заставляющее зрителя скучать. Также во многих поступках героев мне не хватило мотивированности. Корейские творцы, которые традиционно сильны в доходчивом объяснении всех сюжетных ходов, в данной работе показали себя неубедительно. Остается много вопросов. Почему никто не может противостоять стреле? Неужели весь мир смирился с диктатурой новой религии, оставив попытки как-то исследовать сверхъестественные явления? Хотя действия потусторонних сил в фильме можно назвать всего лишь художественной условностью, призванной донести определенные идеи, но как-то уж очень хотелось узнать об их сути и причинах подробнее. Но в фильме нет никаких объяснений, причины и логики появления этих существ. Как вывод, советую к просмотру лишь ярым поклонникам корейского кино и тем, кто увлеченно следит за тенденциями мирового кинематографа. Для всех остальных будет достаточно ограничиться просмотром нескольких обзоров, чтобы удовлетворить свое любопытство.